Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу сделать такое легкое, простое видео для вас. Мы просто посмотрим, что же я брала с собой в Грузию, а именно какие маникюрные инструменты, материалы у меня есть с собой, от чего я избавилась, я расскажу. Единственное, не смогу уже показать, потому что я это уже отдала своей подписчице, но все равно я покажу, что у меня осталось, почему я это с собой взяла, что я заменю со временем. И, в общем, так как я нахожусь сейчас в Грузии и, можно сказать, путешествую, не сижу на месте, то, конечно же, именно материалов, инструментов у меня с собой мало. Плюс я не принимаю клиентов, это тоже нужно учитывать, что со мной мои инструменты чисто для меня, для того, чтобы создавать контент, возможно, создавать какие-то курсы, которые я создаю для вас, также дополнять контент на мой YouTube-канал. Вот. Ну что, давайте приступим. Я просто покажу, где это все храню, как это все выглядит, а потом уже буду показывать по отдельности конкретные вещи. Итак, давайте посмотрим. Тут лежит вся основная часть для маникюра. Что же у меня здесь есть? Это дизайны. Тут тоже немножко дизайнов, но по большей части здесь инструменты, то есть всякие фрезы, кусачки. Далее это базы, топы и немного цветов добавила, потому что чуть-чуть ушло баз и у меня осталось место. Также здесь праймер. Вот. Далее здесь у нас идут тоже цвета и 3 цвета для того, чтобы делать стемпинг. Я все лаки оставила там дома, ну то есть не то, что оставила, просто отдала кому-то, либо выкинула. Поэтому для стемпинга я уже лаки брала именно здесь, поэтому у меня их не так много. Это белый, черный и серый. Где-то белый завалялся, что не могу его найти. Также жидкость для снятия лака. Совершенно простую взяла, потому что мне нужно немножко. Я это, конечно же, когда буду опять переезжать даже из квартиры в квартиру, но, скорее всего, мне нужно будет ехать сначала в другую страну, потом вернуться. Я как бы все равно все выкину, потому что это дешево, и я смогу, если что, купить. И мне, на самом деле, не так часто это нужно, потому что чаще я рисую именно ручками. Далее это такой вот уже замызганный портфельчик для кистей. Там все кисточки, я покажу, какие скоро. Я его с собой вожу, и там кисти в хорошем состоянии хранятся. В общем, рекомендую вам хранить кисти в своих пенальчиках. Далее мне очень понравились безворсовые салфетки. Это безворсовые салфетки от фирмы какой-то. В общем, есть такой магазинчик в Грузии, каких-то корейских всяких штучек. Не знаю, корейские или они, ну, очень похожи. И вот здесь есть такие безворсовые салфеточки. Видно вам, нет, не знаю. В общем, мне не очень понравились. Их здесь очень много штук. В общем, прикольная тема. Дальше. Вот, кстати, белый лак. Дальше у нас идут типсы для наращивания. Вот столько я их взяла для того, чтобы тестить все типсы. И тут разные длины. Что-то мне понравилось, что-то нет. В общем, нужная вещь тоже. Далее идет жидкость для снятия липкого слоя от Beautix. У них вот баночка вот так стирается сразу же буквально. Это, конечно, меня расстроило. Вот так все выглядит не очень эстетично. Поэтому придется, если вы принимаете клиентов, и вам нужно, чтобы это все красиво выглядело, либо вообще полностью все стереть, либо перелить в более удобную баночку. Еще мне не нравится здесь дозатор. Он очень расплескивает всю свою жидкость, не знаю, откуда она течет, то ли отсюда, то ли откуда. То есть ты хочешь намочить безворсовую салфетку, а расплескивается все везде. Буквально может даже кому-нибудь в лицо прилететь. Это мне не нравится. Далее я взяла все свои слайдер-дизайны, которые у меня были, и запихнула вот в такой вот файлик, можно сказать. Ну, то есть это тема для того, чтобы фотографии хранить. Ну, я туда запихнула все свои слайдеры, они вот так хранятся. Минус этого всего то, что я не могу смотреть и вдохновляться. Чтобы мне именно решиться на слайдеры, нужно прям взять, залезть туда и посмотреть все слайдеры. Но вот так, чтобы они лежали, я могла их поглядеть, полистать, такого нету. Поэтому в последнее время слайдер я не делаю. Может быть, надо от них тоже избавиться, не знаю. Далее это просто хлорогексидин. Не помню, для чего он мне нужен был. Тут стоит. Кстати, всякие останавливающие кровь, вот это все, это я все оставила в России и ничего с собой не брала. Далее это дизайны. Ну, такие всякие разные, которые я рисовала на всяких марафонах и тому подобное. То, что мне жалко выкинуть, потому что это все блестит красиво.
И, в общем-то, скоро я тоже с этим всем расправлюсь, придумаю, что я с ними сделаю, может, как-то оформлю красиво, и уберу именно с вот этой петли все. Потому что мне это нахрен не нужно вот это с собой возить. Я всегда могу нарисовать даже еще лучше уже со временем, я все лучше и лучше рисую. Естественно, ну, с собой таскать это все просто сложно и непонятно зачем, потому что я все время что-то новое рисую. Допустим, некоторые дизайны я уже вот так определяю. Такие штучки. Вот эти я, кстати, тоже сломала из таких же палочек, да, демонстрационными типсами. Я просто обломила их и наклеила вот сюда. То, что мне нравится, то, что я хочу сфоткать, то, что мне нужно оставить, я вот здесь вот храню. Ну, тоже потом посмотрим, может быть, мне это вообще все не пригодится. Далее, что у нас здесь? Здесь мне дарили на, по-моему, Новый год подарок от Victoria's Secret, и я сюда определила гели. Потому что они все пачкают, а здесь они ничего не пачкают. Ну, то есть пачкают только коробку. Причем она такая гладкая, и ее легко протереть. Дальше тут идет гель, вот такой вот. Что я с ним сделала? Он очень большой. Я его покупала тогда, когда, видите, как пачкает. Вот. Я его покупала, когда принимала клиентов, и я понимала, что гель у меня популярный, короче, гель. Я его делаю и укрепление, и наращивание, и цвет красивый. Поэтому сразу взяла большую баночку. Что как раз-таки меня сейчас огорчает, то, что она огромная, я ее везла с собой, тащила на себе, так скажем. Поэтому я, конечно же, перелила половину этого геля в баночку, в котором гель закончился. В данном случае это Роники. Здесь был молочный гель, который мне нравился. Он закончился. Я его промыла, просушила в лампе для гель-лака, убрала все лишнее и залила туда этот гель. Вот, с ним я как раз поеду. Она легкая, маленькая баночка. Если была еще меньше, было бы еще лучше. А вот с этой я просто сейчас буду ее отрабатывать, чтобы она закончилась. Либо, если не закончится, я ее просто выкину. Вот, оставлю. Далее парочку гелей вот таких цветных. Один желтенький я отдала, хотя у меня была прикольная с ним идея для наращивания, но подумала, что ну, это на один раз. В ближайшее время я не успею это сделать, поэтому решила отдать подписчице. Все вот эти вот, они, по крайней мере, мне нравятся. Я знаю, что с ними можно сделать, поэтому оставила. Далее новый гель, который я делала обзор на него от фирмы Lovely, тоже посмотрите, оставлю ссылочку. Очень мне понравился для наращивания верхней формы, поэтому обязательно его с собой возьму. Также цветочки вот эти, которые явно надо будет что-нибудь с ними сделать, отрисовать как-то. Может на себе попробовать их сделать. И, конечно же, их нужно тоже оставить, попробовать. Далее блестки от Louis Philippe. Они очень классные, мне очень понравились. Мне тоже прислали их на обзор. Но золотой и серебряный оттенок я отдала, оставила розовый и какой-то там еще. Или синий я отдала, не помню. Кстати, да, у меня серебряный и розовый остался. А какой-то там я отдала. Синий, по-моему, и золотой я отдала. Далее гель-краска золотая. Наверное, это все-таки очень пригодится, поэтому я ее оставила. Обязательно оставляю гель-краску черную от Accents. Мне она понравилась, поэтому оставила. Далее серебряная гель-краска. Это, мне кажется, самые такие популярные гель-краски. И далее Artex белая гель-краска. Еще думаю насчет вот этой гель-краски. Это гель-краска для стемпинга от Bond Pretty черного оттенка. Не знаю, не пробовала я еще видео снимать. Так-то я уже делала с ним стемпинг, но вот не знаю, снять видео о стемпинге именно на гель-краску. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я обязательно сниму видео про то, как делать стемпинг гель-краской. Также здесь зажим валяется. В общем-то, вот. Ну что, давайте потихоньку потом перейдем к следующему ящичку. Тут у меня упали слайдеры сюда. Здесь у меня штатив, на который я снимаю. У меня есть ссылочка на AliExpress на него. Очень крутой, хорошо держит. Даже выдержал мою самую большую камеру, которая очень тяжелая. Он выдержал, поэтому очень крутой штатив. Я его рекомендую и ссылочку на него всегда оставляю. Далее лампа. Лампа это Sun 2C или 2C, не знаю, как правильно. В общем, вот такая лампа, она мне очень нравится, она меня полностью устраивает. Ну вот просто представьте, как ее перевозить. Вот как мне ее с собой возить. Я ее с собой везла, она тяжелая. Ну то есть она из-за вот этой резиновой подушечки, из-за такого дна хорошего с ножками причем. Она, конечно, классная, но
именно мне, наверное, очень много ее. Поэтому я заказала на Алиэкспрессе лампу другую. Я вам ее обязательно покажу и сделаю на нее обзор, если вам, конечно же, будет это интересно. А эту либо я продам, потому что она относительно новая, либо ее просто отдам. Я еще не решила. Смотрим, как дело пойдет. Далее маратон, мой любимый. Он здесь сразу стоит с фрезами, так как мне ничего не нужно стерилизовать. Ничего нужно с ними делать, я просто это все для себя. Также у меня еще есть такой вопрос к педальке. Я всегда работала именно с педалькой. С ней намного быстрее работаешь, быстрее дело идет, и маникюр намного быстрее получается. Но когда я делаю себе, я ей не пользуюсь, поэтому я не знаю, возможно, я ее выкину. И если что, если я буду опять заново работать с кем-то, то я, наверное, смогу ее где-то найти и купить. Пока думаю, ну а так она пока место занимает. Ну что, давайте перейдем к осмотру, что у нас здесь. Разберем именно баночки, скляночки и тому подобное. Приступим. Что у нас здесь? Первое, наверное, о чем стоит поговорить, это о кисточках. Что тут у нас есть? Тут у меня кисточки, которые нужно закрыть. Для чего? Для того, чтобы они не помялись, они плоские. Допустим, это две кисточки для градиента. Далее кисть для геля, тоже тоненькая. Далее скошенная кисть, которую я на самом деле держу для того, чтобы что-то подправлять ею. Допустим, френч или что-то еще. Следующее. Это для того, чтобы крепить стразы. Такой вот восковой карандаш. Без него вы будете пачкать ваши стразы, если у вас нет воскового карандаша, вы будете пачкать именно гель-лаком, да, когда вы подцепляете при помощи кисточки, которая смочена в каком-то лаке. Так лучше не делать, иначе на стразах остаются капельки этого гель-лака, и потом это некрасиво выглядит и выглядит грязно, поэтому я рекомендую вам использовать восковой карандаш. Далее кисточки для рисования, опять для геля, вот эти две недавно брала с Алиэкспресс, ссылочки тоже оставляла. Далее более толстая универсальная кисть для рисования. Ну и, в общем, дотс тут. Это для того, чтобы разглаживать что-то. В общем, брала его здесь, в Грузии. Я думаю, что в Алиэкспрессе таки тоже легко найти, но мне что-то не понравилось, либо я еще пока не использовала в таких моментах, где он реально нужен. Далее, в общем-то, все. Вот еще одна из моих любимых кистей для геля, потому что она такая, размер такой имеет, не знаю, видно вам или нет. Сфокусируйся. Вот такая кисть. Мне нравится, что она как язычок, такая очень тоненькая, прикольная. В общем, ей удобно работать, брала ее в художественном магазине. Как подстригать кисть, как ухаживать за кистями есть. У меня на YouTube-канале видео, если смогу, я добавлю сюда их. И если что, у меня есть 2 курса по рисованию персонажей. Это 101 далматинец и также Бэмби. В них я рассказываю, как также ухаживать за кистями, как подстригать кисть для тонких линий, как делать тонкие линии, как поставить руку, как делать схемы, что такое свет и тень на рисунке. В общем, все, что вам интересно, в этих курсах есть. И вы после этого сможете рисовать совершенно любые дизайны. Следующее, что насчет гелевых типс. Ну, мне в основном все типсы понравились. Вот, и единственное, могу рекомендовать вам брать такие длинные типсы, но не берите вот такие типсы вот такого вот формата, если у вас своя арка достаточно хорошая. Хоть какая-то арка есть, не советую брать именно вот эту форму, потому что она достаточно плоская. Но опять же, если у вашего клиента плоские ногти, то это как раз-таки наоборот пригодится. Поэтому не могу сказать, что это прям совсем плохо. Я эти типсы сейчас использую для дизайна. Они как раз такой очень удобной формы именно для того, чтобы рисовать на них дизайн. Поэтому я их поломаю и все сложу в бокс, где у меня типсы лежат для дизайна. Дальше в таком контейнере у меня лежат верхние формы. Когда я приезжала в Грузию, я брала свои верхние формы, потому что я ими по сути наращиваю. Но такая тема, что у меня было все в огромных коробках. Как вы знаете, какие коробки есть у верхних форм. В общем, я не могла с ними ехать, естественно, занимали бы очень много места. Поэтому я взяла самые ходовые размеры у этих форм и положила просто в пакет. Все в пакет, с разные типсы, все смешано, но это выход для того, чтобы путешествовать и наращивать себе ногти. В общем, то да.
Но это не выход для мастера маникюра, потому что ты очень долго будешь копаться в этом и находить нужный размер. Это неправильно и занимает много времени. Следующий бокс. Здесь у меня лежали пушистики, но пушистики я уже как-то сделала на ногтях, поэтому я оставила пару пушистиков. Они, кстати, не очень носибельны в плане жизни, совершенно не носибельны, поэтому не рекомендую. Так, для фото да, а для жизни, наверное, нет. Далее всякие чупа-чупсики, мишки, которые я еще не делала, я обязательно их сделаю, переместила сюда, потому что они были в пакетиках, валялись повсюду, а вот когда переместила в боксик, намного удобнее стало. Тоже, когда я их сделаю, такая есть вероятность, что я их потом выкину, потому что брала их только для видео. Также я показывала вам свои типсики. Если уже отработаны какие-то дизайны, которые достаточно популярны, которые достаточно понятны, я их выкидываю. А какие-то интересные, которые займут достаточно большое время для того, чтобы нарисовать схему или что-то еще такое подобное, то я их здесь закрепляю для того, чтобы просто любоваться и вдохновляться. Следующее, это тоже у меня было под крем. Когда я ехала в Грузию, я сюда клала свой крем, но потом крем закончился, я помыла баночку и сложила сюда тоже фигурки, которые еще не делала, они светятся в темноте. Кстати, на все эти фигурки у меня тоже есть ссылки на Алиэкспресс, я тоже оставлю вам под видео. Дальше, пошли по стемпингу. Вот у меня пластины, которые у меня как бы остались. Если честно, у меня их было больше, но что-то я выкинула, что-то отдала тоже своей подписчице, которая решилась взять у меня все то, что я решила, от чего решила избавиться, в общем. Я думаю, что это ей пригодится и для работы, и для себя. Они найдут новую жизнь. А то, что я им не пользовалась бы, они бы лежали, ездили бы со мной, они достаточно тяжелые. В общем, любая мелочь, на самом деле, доставляет мне дискомфорт, потому что она занимает место в чемодане и очень тяжелая. Я тогда достаточно сильно устала переезжать из гостиницы в гостиницу. Эти чемоданы иногда приходилось затаскивать по лестницам без лифта. В общем, это очень тяжело, и поэтому, насколько могу я избавиться от тех или иных ненужных вещей, я стараюсь избавляться. Далее фольга бронзовая, мне очень понравилась. Брала ее в художественном магазине и стоила намного дешевле, чем той же баночки, только меньше и в меньшем количестве я брала в маникюрном магазине. Главное, чтобы она была достаточно тонкой, не толстой, и в общем-то вам это еще не все, причем она была еще больше, я еле-еле сюда запихнула все вот это, но вообще на самом деле этой фольги еще больше было, так что если у вас клиенты ее любят, а она достаточно ходовая, Паталь, то рекомендую взять в художественном магазине, потому что это, конечно, тоже много достаточно для ногтей, но хотя если вы мастер, у которого много клиентов, наверное, это мало для большого потока клиентов. Далее мне очень понравились фигурки от какой-то фирмы, не помню даже, как она называется. Фанатка Страс.ру. Не знаю, сейчас есть такие или нету, но, в общем, металлические такие штучки, которые не теряют свой цвет. Очень красиво смотрятся, и можно добавить любой дизайн, от геометрического до какого-то другого, и они создадут очень интересный эффект на ногтях. В общем, мне они очень нравятся, я их обязательно с собой беру, что в бронзовом, что в серебряном оттенке. Дальше это бульонки от Dance Legend, они металлические. Как это все проверяется? Просто прислоняете магнитик, если они магнитятся, значит это хорошие бульонки. Если это не магнитится, то не берите эти бульонки, ни в коем случае, нафиг они нужны. Берите металлические. В общем, у меня такой размер, сейчас скажу какой, 0,6. Очень ходовой размер, возьмите его, хорошие бульонки. Это больше не золото, а, наверное, бронза. Розовый металл. Достаточно ходовая тема. Дальше это колечки вот такие. Часто делала их на большие пальчики, и клиентам очень нравилось. Я думала, что это не будет таким ходовым товаром у меня, но достаточно много кто делал, и всем понравилось. Поэтому закрепляются они хорошо, держатся хорошо, не линяют, поэтому я вам рекомендую. Дальше тоже от Dance Legend, размер 0,6 тоже, серебряный. Тоже ходовые, достаточно бульонки. Они нужны для закрепления страз вокруг, и для добавления точно куда-нибудь. В общем, нужная тема. Тут у меня тоже разные всякие стразики. Вообще здесь лежали только черепушки стразики, но я их еще никуда не применяла. Надо придумать какой-нибудь дизайн. И тут я положила еще мишек и
такая цепочка длинная. Ну, то есть интересный дизайн, когда один ноготок сцепляется с другим при помощи цепочки. Не жизнеподобный дизайн, но для видео отличный. Следующее это декор Ночь Изумруд. Вот такие блестки, очень красивый оттенок. Они полупрозрачные и синие. Что в них прикольного, что там есть фрагменты, которые светятся в темноте. Я это заметила только когда сделала себе и ночью заметила, что они светятся. А так я покупала, не зная этого. В общем, классная тема. Далее втирка что-то типа единорога с желтым отливом. Далее тоже типа единорога, либо радуги, но с розово-фиолетовым отливом, таким немножко желтый. Втирок у меня, кстати, не так много, но они все достаточно популярные. Далее это темный серебряный оттенок. С ним я обязательно сделаю дизайн. И как раз популярный дизайн на данное время. Покажу, как ее можно применить. Далее, кстати, забыла про серебряную петаль. Тоже покупала ее в магазине художественном, но переложила в баночку, которая продается в магазине Подружка. От Artex есть такие вот дизайны, там черные бульонки, они не магнитятся, не знаю, как они будут держаться, ну, в плане цвета. Но там есть интересные черные камни, которые я хотела обыграть как раз-таки с стразиками под названием черепа. Дальше. Это тоже серебряные бульонки, но размер больше. Какой размер, я точно уже не помню. Я даже не помню, где я их покупала. Следующая акриловая пудра прозрачная. Я забыла, что это за фирма, но именно эта фирма, она достаточно мелкого помола, и она помогает создавать крутые градиенты при помощи кисточки. То есть, когда мы создаем градиент именно по акриловой пудре. Она мелкая и очень для этого пригодится, поэтому на самом деле она мне так для укрепления, для дизайнов особо не нужна, только вот для градиента ее храню. Ну, может пригодиться в маленькой баночке, поэтому удобно с собой возить. Далее, вот такие штучки, на которые я креплю свои типсы. Вот так. Это как бы такие штуки для того, чтобы клеить на стену постеры. Забыла уже фирму, честно. Кто знает, обязательно напишите в комментариях, подскажите девочкам. Некоторые не знают, на что крепить. На пластилин не подойдет, потому что когда вы сушите эту типсу в лампе, то она чуть-чуть нагревается и уже не так хорошо держится типса, а вот на это держится типса очень хорошо. Ее можно несколько раз перелеплять с одного места на другое, она очень круто держится. Поэтому рекомендую именно ее. Вот, пожалуйста, я вот так делаю, и ничего не отпадает. Кто не знал, хотя я думаю, что уже все знают, но думаю, что не все это. Следующее, у меня был когда-то аэрограф, который я тоже выкинула и продала компрессор. Вот, много чего продавала в то время, когда собиралась уезжать из России. И у меня осталось две краски. Это для аэрографа краски, но они мне заменяют, так скажем, акварельную краску, белую и черную. Все для того, чтобы делать мрамор, либо какие-то такие дизайны, которые именно вот такого стиле акварельном. В общем, я их оставила. И далее акварель. Это Невская палитра. У меня есть курс по акварели, про то, как рисовать акварелью. У меня была большая тоже штука с акварелью, там было куча цветов. Стоило он достаточно дорого, но я взяла с собой только те цвета, которые мне нравятся, которые мне все нравились, но я взяла те, которые будут чаще всего использоваться в дизайне, поэтому вот такие они со мной. Далее, единственная фольга, которая у меня есть с собой, именно переводная такая, это от Эми белая фольга. Очень тоже нужна для некоторых дизайнов, чтобы создать такую потертую. Еще одна втирка, это такой металлический розовый оттенок, очень классный, мне понравился. Так что я думаю, что еще что-нибудь придумаю с этим дизайном. Также скребок от Bon Pretty для того, чтобы делать стемпинг. Следующее из дизайнов, что я хочу показать, это моя коллекция стразов. Я решила ее больше не пополнять, потому что стразы сейчас не актуальны. Хотя, кто знает, сейчас они опять, наверное, набирают популярность из-за интересных дизайнов в стиле таких старых веков. Так назовем. Ну, в общем, здесь есть яркие дизайны. Мне интересно добавлять именно в какие-то рисунки эти стразы для того, чтобы дополнять этот рисунок, делать интересным. Следующее, что еще по дизайнам, это штампик, который еле-еле пережил переезд. Как видите, крышка сломана, но это самый любимый штампик, он хорошо переводит. Я не знаю, что это за фирма, но рекомендую именно такой штампик, потому что он хорошо переводит. Потому что большая площадь, здесь ничего нету. Если у вас есть тут крышечка, вы ее отщелкиваете, прежде чем начать им пользоваться.
Маленькие штампики, наверное, я все-таки не рекомендую. Берите большие штампики, мягенькие штампики. Следующее это типсорез. Типсорез, он мне нужен для того, чтобы обрезать гелевые типсы, либо убирать длину вот так, прям гелевых ногтей. Для чего он мне нужен? Взяла его недавно, именно когда уже была в Грузии. Взяла именно металлический, чтобы он не ломался и выдерживал любую толщину геля. Все для того, чтобы просто меньше пыли создавать, так как у меня нет с собой ни вытяжки, ни пылесоса, который пылесборник вот этот. Просто чтобы меньше пилить и создавать меньше пыли дома. Вот взяла именно его именно из-за этого. Далее парочку нижних форм как раз таки, потому что мне было еще больше, но я отдала тоже подписчице. А взяла их просто для того, чтобы что-нибудь демонстрировать, что-нибудь сравнивать, либо делать какие-то дизайны, которые можно сделать только при помощи этих форм. Вот, но вообще как бы я ими сейчас не наращиваю, хотя всем клиентам своим я наращивала этими формами, потому что, ну, я хорошо уже научилась ими наращивать, потом я уже перешла на верхние формы. Давайте перейдем к следующему боксику, вот, разберем его. Здесь у меня в крафт-пакетах лежат какие-то инструменты, которые продезинфицированы, но я ими не пользуюсь, потому что мало ли перепадет момент, когда какая-нибудь подружка у меня появится, либо, не знаю, кто-то захочет у меня сделать из моих клиентов, который приедет в какую-нибудь страну и захочет сделать у меня маникюр. И я, конечно же, не смогу отказать, но у меня не будет инструментов уже продезинфицированных, поэтому я взяла вот эти, пока ими не пользуюсь, они ждут своего часа. Далее тут целая стопка, это пилочки от Pop Mom Stalex, одноразовые апельсиновые палочки. Также ножнички, которыми я всякие формы подрезаю. Вот это нужно для того, чтобы стразы убирать, либо какую-нибудь кожицу, которая очень сложно убирается ножничками. Ну, я ими почти не пользуюсь, честно. Далее кисточка для того, чтобы пыль сметать с ногтей. Но у меня единственное, я решила вообще ничего не брать такого. Далее это фонарик для того, чтобы сушить что-либо, либо для того, чтобы наращивать верхними формами. Не знаю, почему я взяла от Smart пилочку железную, потому что у меня есть от Stalex, но на всякий случай взяла. Вот, не знаю зачем, но взяла. Далее колечко для того, чтобы там разводить гель-лаки, чтобы удобно было брать, когда рисую, чтобы не тянуться к палитре. Интересная вещь, очень удобная иногда, использую. Ну, это подставка под типсы демонстрационные. И пару бафиков, которые мне особо не нужны, я ими редко пользуюсь, но они иногда нужны. Вроде бы все. Давайте перейдем к боксу с цветами, базами и тому подобное. Базы от Louis Philippe цветные, мне прислали их на обзор. Одну я отдала, светоотражающий, цвет такой светленький, он мне не очень подходит к моей коже, некрасиво смотрится, поэтому я решила его отдать моей подписчице. Он вообще почти не использовался, потому что мне этот цвет не подходил. Вот, решила ей отдать. Также у меня есть черный со светоотражающим, это тоже база, очень плотный черный оттенок, красивый, решила оставить, хотя не знаю, когда я его сделаю себе. Следующая база классическая от Эми, всем рекомендую. Тоненько наносить для того, чтобы была подложка под наращивание, либо под укрепление другими какими-то жесткими материалами, либо даже просто нанесение какой-либо цветной базы в следующем действии, так скажем. На ногтях у меня, кстати, Поталь и база от Lovely. Вот такая вот. Цвет называется Base. Очень классно, всем рекомендую. Кто не смотрел обзор этих продуктов, обязательно переходите на это видео и смотрите. Также есть топ от Lovely без липкого слоя. Он густой и можно выровнять. И он не сильно густой, чтобы прям совсем не справиться с ним. Топ от Роника хороший, мне нравится. Топ от Global Fashion, он есть во многих странах, кстати, такая фирма. Поэтому обратите внимание на эту фирму. Она мне тоже нравится. Топ хороший, без липкого слоя. Топ Teclas от Эми, он больше нужен для каких-то дизайнов, для того, чтобы крепить какие-то слайдеры, либо втирать в тирку. В общем, что-то типа с этим связано, поэтому он у меня тоже лежит. Далее я собираюсь, наверное, все-таки избавиться от топа Bagheera Nails, потому что он создан для того, чтобы именно покрывать какие-то темные оттенки, и у вас не синил гель-лак. Допустим,
вы нанесли черный гель-лак и не хотите, чтобы он синил, поэтому можете использовать его. Следующая база от Diva, такого розового оттенка. Из-за того, что в ней такой интересный розовый, я не могу от нее избавиться, потому что нигде такого розового не видела. Очень красивого оттенка, полупрозрачного. Я люблю наносить его именно в тонкий слой, поэтому нужно сначала нанести какую-то базу и потом уже вот эту базу в тонкий слой. Она мне очень нравится, много с ней дизайнов делала, поэтому пока что не могу избавиться, хотя не скажу, что это прям что-то мое любимое. Вот. Сакура от Lovely, цвет молочный, с розовинкой. Мне он очень понравился. Еще не делала с ним дизайн, но обязательно сделаю. Следующий топ, еще один топ неизвестных для меня марок, но вы можете посмотреть. Это какие-то типа блески разноцветные, а здесь черные точки. У меня еще был матовый такой вариант, но я подумала, зачем, у меня же есть просто матовый топ, поэтому буду использовать глянцевые вот эти штучки, и потом, если что, если мне нужно матовый, покрою матовым. Отдала тоже своей подписчице. Кстати, оказалось, что у меня здесь в Грузии достаточно много подписчиков, то есть, есть. Я думала, что совсем нету, оказалось, что есть, просто не все могли до меня добраться, чтобы забрать это, и, в общем-то, вот. И по почте отправлять мне просто было, не хотелось занимать свое время, там много чего надо было сделать для этого. Далее, топ Имень, он сразу становится матовым, то есть он без липкого слоя и не сильно шершавый, что помогает дальше рисовать белой гель-краской поверх него, поэтому оставляю. Следующий топ от Albi. Это фирма из Германии. Мне очень понравилось. Вот у нас был спор с подписчиками, и не только с подписчиками, о том, что лучше, гель или акригель. Я все-таки склоняюсь к гелю. Но если вы хотите крепкий какой-то акригель и не знаете, какой выбрать, то от Albi я вам просто рекомендую. Он именно реально жесткий акригель. Но я все равно склоняюсь именно к гелю. Я люблю гель. Им можно нанести в тонкий слой, у вас получится супер крепкие, супер изящные, красивые ногти. И без всяких там шершавик. Вот, я их не люблю. Далее. Все, в общем. База от Роники мне тоже очень нравится. Ничего не могу сказать плохого про нее. База от Луи Филипп, работала ей на клиентах в последнее время, поэтому тоже могу рекомендовать. Стронг база, отлично держится, гнется, то есть подойдет для гнущихся ногтей и также подойдет как подложка под наращивание, тоже хорошо все держится. Дальше по цветам. Сразу скажу, что мне нравится фирма Nail Republic. Вот столько у меня красивых ярких оттенков. Если хотите много ярких оттенков, то это Nail Republic. Они очень плотные, ими можно рисовать. Также вот еще один. Также мне понравились, мне прислали на обзор свои цветные гель-лаки. Тоже красивого оттенка, удобная кисть и красивые баночки. Так, что еще? Алена Каприз. У меня два гель-лака, один розовый, один голубой. Голубой меня просто покорил. Он с такими микро-микро блесками, которые никто не видит, но если приглядываться, их видно. Оттенок очень красивый, я буду его использовать дальше. Мой любимый голубой, такой прям голубенький оттенок. Так, с этим боксом все. Дальше, это, которые мне прислали цвета от Lovely. Я делала на них обзор, показывала. Мне они понравились, прикольные оттенки, очень сочные цвета и также классные витражи. Мне прислали желтый витраж. Я вам рекомендую взять и другие витражи у них. У меня были витражи от Vogue Nails. Синий был прикольный, розовый тоже, но на самом деле это такие уже устаревшие оттенки были. Немного такие некрасивые оттенки, я так скажу. Я думаю, что у Lovely будут получше витражи. Если вы выбираете витражи, посмотрите у Lovely. Как я говорила, Алена Каприз вот еще розовенький есть. У него нету шиммера уже внутри, но он тоже красивый оттенок. Далее мне очень понравился розовый оттенок, такой Барби оттенок, причем неоновый, это Nail Passion, очень классный оттенок, до сих пор его храню, вот такой, если вам видно какой-то примерно оттенок, очень крутой оттенок, я прям его рекомендую, я его тоже нигде не могу найти подобный. Мои самые любимые гель-лаки, причем бюджетные, это In Garden X Gel. Если вы хотите плотные, красивые оттенки, удобную кисть и удобную форму, то, что можно хранить их на полочке, они много места не занимают, при этом удобно смотреть сверху какой-то цвет. Я их полностью рекомендую, у меня была куча гель-лаков именно от этой фирмы, просто мне пришлось их поотдавать. Вот, кстати, у меня их тут тоже немало, белый цвет тем более прям моя любовь.
вот этой фирмы, вот столько у меня осталось. У меня остались именно какие-то бежевые оттенки, коричневые оттенки, красный оттенок, белый и фиолетовый оттенок. И один от Розалинт остался серый оттенок, у меня просто серого нету. Можно, конечно, получить смешением белого и черного, заниматься этим не хочу. Вот такой маленький флакончик, тоже дешевая фирма, продается на Алиэкспрессе, тоже мне прислали их на обзор. Все остальные я поотдавала либо подписчице, либо тоже отправляла своим, когда уезжала. Поэтому у меня остался только один гель-лак. Хоть они и занимают мало места, ну как-то я от них поизбавлялась, потому что у меня есть любимые оттенки других фирм. Ой, в общем-то, вроде бы все. Если вам будет что-то интересно посмотреть еще дополнительно, либо больше узнать о каких-то вещах поближе посмотреть, а не то, как я вам тут показывала в камеру, то напишите, пожалуйста, в комментариях, может вам что-то определенное интересно, я раскрою эту тему побольше. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые полезные видео. И жду вас в комментариях, что вам больше понравилось, мы это все обсудим. И вдруг у вас есть какие-то вопросы по материалам, я обязательно вам напишу, если я не написала это под видео. А на этом все. Всем пока-пока.